Урок 1. Гимнастические движения. Вернитесь в бар и, прыгнув назад, голова обращена к небу. Звучит как сложный гимнастический ход. Да, так как кузов выгибается над штангой вместе со средней частью кузова. Я восхищаюсь силой и гибкостью, необходимыми для этого. Чтобы освоить такие техники, нужно много практики. Не представляю, как сложно довести этот ход до совершенства. Впечатляет наблюдать за тем, как гимнасты исполняют свои упражнения. Абсолютно. Их преданность вдохновляет. Давайте найдем соревнования по гимнастике, которые можно посмотреть вместе. Урок 2. Недавние изменения. Как поживаете? У меня все отлично. Недавно я решила заняться новым хобби. Звучит интересно. Какое хобби ты выбрал? Я решила заняться живописью. Это всегда меня увлекало. Живопись — прекрасный способ выразить себя и расслабиться. Абсолютно. Мне так приятно прикладывать кисть к холсту. Ты уже что-нибудь нарисовал? Да, я создала пляжный пейзаж. Получилось лучше, чем я ожидала. Это просто фантастика. Мне бы очень хотелось когда-нибудь увидеть твои работы. Урок 3. Наследие тартана. Знаете ли вы об уникальных тартанах, олицетворяющих шотландское наследие? Да, у каждого тартана своя история и своя связь с семьями. Удивительно, как такие узоры могут символизировать историю и самобытность. Именно так. Тартан — все равно, что носить часть своего предка. Еще одна известная часть шотландского наследия — музыкальный инструмент, известный как волынка. Звук волынки является культовым и вызывает сильные эмоции. Удивительно, как музыка может рассказывать истории так же, как тартан. Мне бы очень хотелось узнать больше об истории тартана и волынки. Давайте спланируем посетить шотландский фестиваль, это будет отличный опыт. Урок 4. Понимание Иордании. Наверное, лучше всего думать об Иордании в двух смыслах. Что вы под этим подразумеваете? Как человек и спортсмен с невероятным спортивным мастерством. В этом есть смысл. Его спортивные достижения поистине замечательны. Да, и его влияние выходит за рамки легкой атлетики. Он вдохновил бесчисленное количество людей на осуществление своей мечты. Именно так. Его трудовая этика и целеустремленность достойны восхищения. Приятно видеть, как кто-то использует свою платформу во благо. Абсолютно. Он образец для подражания во многих отношениях. Урок 5. Экономические системы. Действительно, коммунизм во многих отношениях является злой системой. Да, оно имеет свои недостатки и создало серьезные проблемы. Но это позволяет нам добиваться экономического прогресса в определенных ситуациях. Это интересная перспектива. Прогресс может быть достигнут с помощью различных систем.
Очень важно критически оценить результаты и последствия. Абсолютно. Понимание различных экономических систем помогает нам учиться. Мы всегда должны стремиться к совершенствованию и инновациям. Я согласен. Это сложная тема, которую стоит обсудить дальше. Давайте прочитаем об этом подробнее и рассмотрим разные точки зрения. Урок 6. Письменные достижения. Вы уже написали истории, которыми гордитесь. Да, я написала мистическую историю с неожиданным поворотом в конце. Звучит интригующе, что вдохновило тебя на ее написание. Мне всегда нравилось читать тайны, поэтому я хотела создать свои собственные. Это отличный способ направить свою страсть к писательству. Разрабатывать сюжет и персонажей было непросто, но интересно. Могу себе представить, как ваши друзья отреагировали на твою историю. Им понравилось. Их отзывы действительно побудили меня продолжать писать. Это просто фантастика. Я бы с удовольствием ее как-нибудь прочитал. Урок 7. Служба поддержки клиентов. В основном я помогаю клиентам и обрабатываю телефонные звонки на работе. Звучит интересно. Для тебя это сложно или просто? Это может быть и то, и другое. В некоторые дни легче, чем в другие. Я вижу, как трудно иметь дело с разными личностями. Именно так. Это требует терпения и хороших коммуникативных навыков. Есть ли конкретные проблемы, с которыми вы регулярно сталкиваетесь? Иногда клиенты могут расстраиваться, и моя работа — успокоить их. Наверное, это очень напряженно. Как вы справляетесь с этим? Я стараюсь сопереживать им и предлагать решения. Урок 8. Комплимент танцовщицы. Вчера у меня был урок танцев, и это был настоящий опыт. Давал ли вам отзыв инструктор о вашем выступлении? Он сказал, что я хорошо подхожу для новичков, но, честно говоря, я думаю, что он просто был вежлив. Преподаватели часто поощряют своих учеников, особенно когда они видят в них потенциал. Верно, но мне действительно казалось, что у меня проблемы с основами. Каждый с чего-то начинается, и важно помнить, что улучшение требует времени. Думаю, вы правы, научиться новым движениям все равно было интересно. Именно так. Главное — получать удовольствие от процесса, и каждый маленький шаг — залог прогресса. Возможно, скоро я возьму еще один урок, чтобы продолжить практику. Урок 9. Чудеса природы. В последнее время я подумываю о том, чтобы проводить больше времени на свежем воздухе. Звучит замечательно. С чего ты планируешь начать? Я пока не совсем уверен. Возможно, мне стоит выбрать солнечное место в вашем саду. Это было бы идеальное место, особенно если учесть, что сейчас цветут все цветы. Я уже представляю, как приятно было бы посидеть там с хорошей книгой. Да, а звук пения птиц сделает его еще более приятным. Я люблю природу, она так успокаивает ум. Безусловно,
Общение с природой — отличный способ зарядиться духом. Мне определенно стоит запланировать это на выходные. Урок 10. Заполнение форм. У меня есть эти формы, которые нужно заполнить для новой работы. Могу я вам в этом помочь? Иногда это может быть немного ошеломляюще. Да, пожалуйста. Могу ли я сделать копию вашего удостоверения личности? Конечно. Оно прямо у меня в кошельке. Позвольте мне взять его для вас. Спасибо. Это просто формальность, но я хочу, чтобы все было сделано правильно. Я понимаю, что всегда лучше быть организованным, особенно для чего-то важного. Как только мы их заполним, я смогу отправить их и, надеюсь, скоро начну. Это захватывающе. Уверен, вы отлично справитесь на новой должности. Надеюсь, что да, ваша поддержка действительно упрощает этот процесс. Урок 11. Маршрутный автобус. Вы слышали о местных маршрутных автобусах? Да, у меня есть. Это бесплатно и запускается каждые 15 минут, что довольно удобно. Именно так. Так намного проще передвигаться, не беспокоясь о парковке. Мне это нравится. Это тоже экологично, что является бонусом. Действительно, общественный транспорт — отличный способ сократить выбросы углекислого газа. Кроме того, это позволяет нам наслаждаться пейзажем без стресса от вождения. Возможно, я доберусь до рынка на шаттле позже. Это идеальное решение. Похоже на план. Дайте мне знать, если вам нужна компания. Мне бы очень понравилось. Это сделает поездку еще более приятной. Урок 12. Продуктовый магазин. Ты сегодня идешь в магазин? Да, мне нужно купить продукты на неделю. У вас есть список или вы просто хотите найти то, что вам нужно? У меня есть список, но иногда мне нравится просматривать его и смотреть, что бросается в глаза. Это хороший подход. Возможно, вы найдете что-то особенное. Именно так. Я часто открываю для себя новые ингредиенты, которые вдохновляют меня попробовать новые рецепты. Приготовление блюд из свежих ингредиентов всегда меняет вкус. Абсолютно. Кроме того, по возможности полезнее есть свежие продукты. Наверное, мне стоит присоединиться к вам. Вместе делать покупки всегда веселее. Урок 13. Свежие продукты. Вы не забыли купить свежие продукты на ужин сегодня вечером? Да, я купила овощи и макароны. Это должно быть прекрасное блюдо. Звучит очень вкусно. Свежие ингредиенты всегда улучшают вкус. Я согласен. Я также купил немного трав, чтобы добавить немного дополнительного вкуса. Отличная идея. Свежая зелень действительно может преобразить блюдо. Именно так. Мне нравится экспериментировать с разными комбинациями. Мне не терпится увидеть, что вы создадите из всех этих ингредиентов. Обещаю, это будет приятный сюрприз. Уверена, это будет потрясающе. У вас всегда есть лучшие рецепты.
Урок 14. Выбор более здорового образа жизни. В настоящее время я стараюсь есть здоровую пищу и чувствую себя прекрасно. Это замечательно. Я также вместе с вами сделаю выбор в пользу более здорового образа жизни. Гораздо проще, если у вас есть партнер, с которым вы можете поделиться путешествием. Абсолютно. Мы можем мотивировать друг друга к достижению наших целей. Я стала добавлять в пищу больше фруктов и овощей. Это отличная идея. Они содержат так много необходимых питательных веществ. После этих изменений я чувствую себя более энергичной и сосредоточенной. Я заметил то же самое. Удивительно, как еда влияет на наше общее самочувствие. Давайте вместе спланируем здоровое питание на этой неделе. Урок 15. Привлекательные дизайны. Позже я пойду на рынок, чтобы посмотреть, что мне бросится в глаза. Звучит забавно. Не забудьте обратить внимание на дизайн и качество изделий. Абсолютно. Хорошо продуманный продукт может иметь огромное значение. Кроме того, это часто отражает мастерство, лежащее в основе этого мастерства. Именно так. Мне нравится находить уникальные изделия, которые выделяются на фоне других. Приятно открывать для себя что-то особенное, рассказывающее историю. Я согласен. У каждого предмета может быть свой характер. Давай в следующий раз пойдем за покупками вместе. Мне бы очень хотелось увидеть твои находки. Это было бы здорово. Я всегда ценю твой вкус к дизайну. Урок 16. Планирование вечеринок. Я планирую вечеринку в эти выходные и очень рада. Нашим друзьям это понравится. Что вы думаете об этой теме? Я думаю о чем-нибудь непринужденном и веселом, может быть, о барбекю. Звучит отлично. Это отличный способ насладиться хорошей едой и компанией. Мне не терпится увидеть лица всех, когда они приедут. Всегда приятно собирать друзей и создавать незабываемые воспоминания. Да, и я уверен, что буду рад принять у себя всех. Я очень рад присоединиться к подготовке. Давайте сделаем это событие незабываемым. Я благодарна за вашу помощь. Вместе мы сможем сделать это потрясающе. Урок 17. Развод и дети. Сложная ситуация, когда речь идет о детях и разводе. Я знаю, они в этом совсем не виноваты, и им не стоит страдать. Именно так. Дети не являются причиной развода и не могут его предотвратить. Это очень сложно. Эмоциональное воздействие на них может быть значительным, и мы должны помнить об этом. В такое время родителям крайне важно сосредоточиться на благополучии своих детей. Абсолютно. Открытое общение и поддержка жизненно важны для их адаптации. Надеюсь, общество продолжит осознавать важность приоритизации детей в этих вопросах. Да, важно, чтобы они чувствовали себя любимыми и защищенными, несмотря на изменения. Вместе мы можем помочь им лучше понять друг друга. Урок 18. Организация контейнеров. Я думала о том, как загромождено мое рабочее пространство в последнее время.
Отличная идея. Мне нужно купить несколько небольших контейнеров для лучшей организации. Именно так. Выделение мест для всех может действительно изменить ситуацию к лучшему. Это помогает поддерживать порядок и значительно упрощает поиск того, что вам нужно. Кроме того, убрать беспорядок и упорядочить пространство может оказаться весьма полезным. Я согласен. Когда все в порядке, это создает более продуктивную атмосферу. Я должен присоединиться к вам в этой миссии. Вместе мы сможем сделать этот проект интересным. Звучит великолепно. Мы можем выбрать несколько стильных контейнеров, подходящих к нашему интерьеру. Мне не терпится увидеть, насколько функциональнее станут наши пространства после того, как мы организуем их. Урок 19. Платим вперед. Вы не поверите, что случилось со мной в кафе на днях. Правда. Что произошло? Да однажды кто-то, кто стоял впереди меня, заплатил за мой кофе, и это стало для меня настоящим праздником. Это так любезно. Приятно, когда люди делают что-то хорошее для незнакомцев. Это действительно так. В следующий раз, когда я приеду, меня вдохновило заплатить. Это прекрасная идея. Небольшие добрые поступки могут вызвать волновой эффект. Именно так. Это напомнило мне, как простой жест может украсить чей-то день. Мне нравится этот дух. Именно эти маленькие моменты объединяют всех нас. Определенно. Я буду помнить об этом каждый раз, когда выйду из дома. Урок 20. Утренняя релаксация. Я всегда стараюсь найти время для отдыха перед началом рабочего дня. Это действительно помогает мне задать позитивный тон дню. Отличная идея. Каков ваш рабочий график, когда вы приходите в офис? Обычно я начинаю свой день с серии встреч, которые без такого спокойного начала могут оказаться весьма утомительными. Могу себе представить. Спокойное утро может существенно помочь вам справиться с плотным графиком. Точно, и я считаю, что небольшая медитация или растяжка действительно помогают мне очистить ум. Звучит замечательно. Мне тоже стоит подумать о том, чтобы включить кое-что из этого в свой утренний распорядок дня. Вам определенно стоит это сделать. Расслабленное начало дня может улучшить концентрацию внимания и продуктивность. Уверен, это поможет мне с большей уверенностью справляться с вызовами дня. Все дело в том, чтобы найти этот баланс, и я думаю, что вам действительно понравится преимущество. Урок 21. Разнообразные экосистемы. Вы когда-нибудь задумывались о различных типах окружающей среды, существующих в природе? Абсолютно. Здесь есть типичные леса с высокими деревьями и разнообразной дикой природой. Да, и еще есть уникальные растения, такие как кактусы, которые прекрасно себя чувствуют в теплых пустынях, адаптируясь к окружающей среде. Это просто потрясающе. Удивительно, что в каждой экосистеме есть свой набор правил и форм жизни. Наконец, есть субтропические регионы с пышной растительностью и яркой дикой природой. Мне нравится, что каждый район демонстрирует невероятную приспособляемость природы. Это действительно свидетельство устойчивости жизни на нашей планете. Думаю, понимание этих экосистем помогает нам оценить важность природоохранных мероприятий. Именно так.
Защита этих разнообразных сред обитания жизненно важна для поддержания баланса природы. Урок 22. Эффективная тренировка. Когда я занимаюсь спортом, я обычно трачу около 1,5 часов, включая разминку и охлаждение. Похоже на разностороннюю рутину. Как вы структурируете свои тренировки? Я начинаю с разминки для подготовки мышц, затем погружаюсь в основные упражнения. Это умно. Правильная разминка поможет предотвратить травмы и повысить работоспособность. Конечно, и я всегда заканчиваю с охлаждением, чтобы помочь моему телу восстановиться. Важно дать организму время вернуться в состояние покоя. Я заметила, что время, затрачиваемое на эти этапы, действительно улучшает мою общую физическую форму. Мне определенно стоит начать этим заниматься. Похоже, это рецепт успеха. Поверьте, вы почувствуете разницу. Все дело в постоянстве и внимательности. Урок 23. Убеждение и приверженность. Я думал о том, как иногда мы пытаемся убедить друг друга, исходя из наших собственных взглядов. Это интересно. Часто люди придерживаются разных точек зрения, особенно в дискуссиях. Именно так, и это обязательство может либо способствовать, либо препятствовать эффективному общению. Очень важно найти общий язык, уважая мнение друг друга. Я согласен. Когда мы можем смотреть на вещи с чужой точки зрения, это открывает путь к взаимопониманию. Это действительно так. Конструктивный диалог может привести к лучшим решениям. А иногда ради достижения консенсуса речь идет о компромиссе. Это ценный навык, особенно в личных и профессиональных отношениях. Безусловно, создание атмосферы сотрудничества необходимо для прогресса. Урок 24. Учение по экстренной эвакуации. Вы слышали об учениях по экстренной эвакуации в отеле. Для меня это был настоящий опыт. Да, я тоже участвовал в этом. Я впервые участвовал в чем-то подобном, и это показалось мне очень поучительным. Я согласен. Благодаря тому, как они все организовали, я чувствовала себя более подготовленной к любым реальным чрезвычайным ситуациям. Абсолютно. Мне понравилось, как они четко объяснили процедуры и провели нас на протяжении всего процесса. Приятно знать, что персонал отеля серьезно относится к безопасности и планирует непредвиденные ситуации. Именно так. Я чувствовала себя более комфортно, зная, что если что-то случится, мы точно будем знать, что делать и куда идти. И сама практика оказалась на удивление эффективной, и я не понимала, насколько важно сохранять спокойствие во время чрезвычайной ситуации. Да, сохранять спокойствие очень важно, и тренировка помогла укрепить это мнение. Это действительно открыло мне глаза на важность подготовки. Конечно, думаю, участие в таких учениях будет хорошей идеей для всех, это может спасти жизни. Урок 25. Абонемент в спортзал. Я подумываю приобрести отдельный абонемент в тренажерный зал, чтобы в этом году сосредоточиться на своих фитнес-целях. Похоже на хороший план. Задумывались ли вы о своем бюджете на это членство? Да, я хочу убедиться, что инвестирую в место с отличными удобствами без больших затрат.
В этом есть смысл. Важно найти тренажерный зал, соответствующий вашему бюджету, но при этом обеспечивающий хорошее соотношение цены и качества. Именно так. Я ищу место с разнообразным оборудованием и различными классами, чтобы тренировки были интересными. Разнообразие играет ключевую роль. Оно помогает избежать скуки и мотивирует вас заниматься фитнесом. Я согласен. Кроме того, я слышал, что некоторые спортивные залы предлагают специальные скидки или акции, особенно для новых участников. Это правда. Всегда стоит следить за предложениями, которые могут сделать абонемент в тренажерный зал более доступным. Я обязательно это сделаю. Я хочу найти тренажерный зал, подходящий мне как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения атмосферы. Урок 26. Улучшение вкуса. В последнее время я экспериментирую с некоторыми рецептами выпечки, но мне кажется, что в моих творениях чего-то не хватает. Возможно, вы захотите добавить экстракт ванили для аромата. Он действительно может улучшить вкус многих хлебобулочных изделий. Отличная идея. Я слышала, что ваниль усиливает сладость и придает десертам глубину. Абсолютно. Это один из тех волшебных ингредиентов, которые могут превратить обычный рецепт в нечто необычное. Я и не подозревал, что это может иметь такое значение. Ты часто используешь его в выпечке. Да, верю. Я считаю, что одна чайная ложка может иметь огромное значение, особенно в приготовлении печенья и тортов. Обязательно попробую в следующий раз. Есть ли другие советы, которые вы порекомендуете, как улучшить мою выпечку? Помимо ванили, использование свежих ингредиентов и точное измерение также могут оказать большое влияние на конечный результат. Я учту это. Я очень хочу усовершенствовать свои навыки выпечки и удивить друзей вкусными угощениями. Урок 27. Стресс на работе. Эй, вы заметили, насколько напряженной была работа в последнее время? Такое ощущение, что на наших тарелках всегда есть что-то новое. У меня есть. Кажется, что рабочая нагрузка значительно возросла, и временами она может быть довольно большой. Именно так. Думаю, для нас важно найти способы эффективно справиться со стрессом, чтобы не выгореть. Абсолютно. Перерывы, практика внимательности и организованность действительно могут помочь частично снять это давление. Да, и я верю, что поддержка друг друга в напряженное время может существенно улучшить наше общее самочувствие. Определенно. Просто поделившись своим опытом, можно облегчить нагрузку и напомнить нам, что мы в этом не одиноки. Я рада, что мы ведем этот разговор. В условиях хаоса очень важно уделять приоритетное внимание психическому здоровью. Конечно. Давайте заключим соглашение, чтобы узнать друг друга и вместе найти способы расслабиться после долгой недели. Мне нравится эта идея. Вместе мы можем создать благоприятную среду, способствующую равновесию и устойчивости. Урок 28. Хобби и интересы. Эй, есть ли у вас хобби или интересы вне работы? Хотелось бы узнать больше о том, чем тебе нравится заниматься. Да, мне нравится рисовать и играть на гитаре. И то, и другое позволяет мне творчески выразить себя и расслабиться после долгого дня. Звучит замечательно. Я думаю, что творческие идеи и очень важны для поддержания сбалансированной жизни и снятия стресса. Абсолютно. Живопись позволяет мне раскрыть свое воображение,
а музыка приносит радость и помогает мне общаться с другими. Я восхищаюсь этим. Я всегда хотела научиться играть на музыкальном инструменте. Возможно, вы когда-нибудь дадите мне несколько советов. Мне бы очень хотелось. Все дело в том, чтобы получать удовольствие от игры и не беспокоиться о совершенстве. Радость в этом процессе. Я полностью согласен. Думаю, найти хобби, которое вам нравится, может быть невероятно полезным и полезным. Да, и это отличный способ познакомиться с новыми людьми со схожими интересами и развить чувство общности. Мне не терпится узнать больше о вашем творческом пути. Давайте вдохновим друг друга на продолжение наших увлечений. Урок 29. Предпочтение в кемпинге. Когда мои родители уезжают в отпуск, они часто предпочитают останавливаться в мотеле или отеле, а не в кемпинге. Это интересно. Некоторые предпочитают комфорт и удобство мотеля, а другим нравится отдыхать в кемпинге на свежем воздухе. Да, я думаю, это действительно зависит от личных предпочтений. Некоторые считают идею спать под звездами невероятно привлекательной. Абсолютно. Кемпинг позволяет вам соединиться с природой и провести время на свежем воздухе уникальным образом. Мне нравится и то, и другое. Мотели предлагают уютное уединение после долгого дня прогулок, а кемпинг — ощущение приключений. Отличная перспектива. В каждом из вариантов есть своя прелесть, и приятно, что мы по-разному проводим отпуск. Да, и я думаю, что важно ценить красоту природы, независимо от того, спим ли мы в палатке или на удобной кровати. Определенно. Давайте спланируем поездку, сочетающую в себе и то, и другое. Мы можем начать с кемпинга, а затем отдохнуть в мотеле. Мне нравится эта идея. Это будет лучший из обоих миров, который позволит нам наслаждаться природой и комфортно отдыхать. Урок 30. Соревновательные виды спорта. Вы слышали о соревновании, где спортсмены пытаются бросить мяч в стиле хэви, тал как можно дальше. Это довольно впечатляющие соревнования. Да, у меня есть. Это часть соревнований по толканию ядра, и мне очень приятно видеть силу и технику, необходимые для достижения таких дистанций. Именно так. Спортсменам действительно необходимо сочетать физическую силу с правильной формой, чтобы максимизировать свои результаты. Абсолютно. Все дело в технике, ведь небольшой просчет может означать разницу между победой и поражением. Я восхищаюсь тем, насколько эти спортсмены преданы своим тренировкам. Чтобы преуспеть в таком сложном виде спорта, требуется большая дисциплина. Да, и умственная сосредоточенность, необходимая для участия в соревнованиях на этом уровне, также важна, как и физическая подготовка. Я согласен. Приятно наблюдать за тем, как они выходят за рамки своих возможностей и стремятся побить личные и мировые рекорды. Определенно. Подобные мероприятия демонстрируют невероятный человеческий дух и стремление к совершенству в легкой атлетике. Мне не терпится увидеть, как эти соревнования развиваются с течением времени. Всегда приятно наблюдать за появлением новых талантов в этом виде спорта.